утро, ребята! Сегодня очередной день. И сейчас у нас, кстати говоря, 6:30 практически. Я сейчас сделала себе овсянку. Здесь я уже налила воду к ней. Овсяночки у меня полстакана. Кстати говоря, вот такие вот чашечки мерные, ложечки, да, наверное, лучше сказать, очень удобные. И они удобны, наверное, больше будут здесь, в США, потому что здесь на всех упаковках пишется калорийность в стаканах, допустим, или столовых ложках, в общем, сколько это вы получаете углеводов, калорий и так далее и тому подобное. Также добавлю в овсянку столовую ложку арахисовой пасты, как обычно, и еще в овсяночке у меня чайная ложка стевии. Наконец-то мой завтрак готов. Больше я ждала яйца. Яйца я всегда стараюсь, если варить, то варить их свежими, чтобы вот подождать, чтобы они не лежали там ночь в холодильнике. Так лучше. Здесь 3 белка яиц, 3 яичек. Овсянка полстакана, как я говорила, столовая ложка арахисовой пасты. Я, кстати, чуть-чуть добавила еще здесь семена льна. Все это дело у меня будет с чаем. И я вам не говорила, что сейчас я принимаю только жиры. У меня вот такие омега-3. То есть жиры я принимаю обычно или утром, или в течение дня. Но вот одну такую капсулу всего лишь. Мы сейчас собираемся поехать в очень красивое место, как я говорила вам вчера. Здесь, во Флориде, если вы не в курсе, не смотрели на карту, очень много разных озер, и это просто вообще как решето протыкана Флорида всякими озерами, водоемами, дырами, я так понимаю, где можно купаться. Ну, в общем, это называется Swimming Hole. Очень красивое место, там можно покататься на каяках, там много такой дикой природы, может быть, крокодильчиков увидим, черепах, там еще всяких живностей очень много. И мы взяли с собой маски, поплаваем. В общем, я думаю, будет весело. Мы взяли с собой достаточно еды, полезной для меня и чуть-чуть не полезной для Димы. Так что поехали вместе с нами. Наконец-то мы отдохнем. В общем, мы уже приехали в парк. Какой тут запах! Обалдеть! $6, кстати, стоил въезд, если вы на машине. Так что мы сейчас, думаю, прогуляемся, да, наверное? Погуляем. Он до 8 вечера работает, ну, в пятницу, я не знаю, как обычные дни. Что-то людей мало, но мы приехали вообще сейчас 8 утра. Так, мы взяли себе аренду каяка на 2 места, 2 человека. Получается, 2 часа около $24. Ну и плюс там дополнительный час $6. Я сейчас перекушу половинкой банана. Все прячем по пакетам на всякий пожарный случай. И там вроде бы тропинки просто гигантские, да? То есть там плыть и плыть можно будет. Ну, тропинки в смысле? Да, да, чтобы поплавать. О боже, мы плывем. Как-то это даже немножко страшновато, чем я ожидала. Ну как-то стрёмно, если честно. Видели аллигатора? Обалдеть. Не, Дима, что-то как-то страшно. О боже. Прикольно, что течение нас несет. Тут действительно эти тропы очень длинные, то есть тут я боюсь даже, чтобы мы не заблудились. Очень красиво, такая прям природа. Дима, тихо! Не надо. Ну что, очень страшно. Что-то как-то я не ожидала, страшновато.
Но как-то не очень эти каяки, ой, стабильные, если честно. Вот я сижу, как бы места у меня не так уж и много. Я, конечно, могу вытянуть ноги, но как-то нестабильно. Он все время шатается. Короче, упражнение это развивает широчайшее трицепс. Прикольно, да? Сочетание. Как красиво. Ой, тихо, мы плывем. Ой, мы на травичку наплыли. Да я снимаю. Вот это остановились возле какого-то домика. И я решила сфотографировать Диму. Давай, прими позу. Обалдеть! Аллигатор! Маленький. Так, аллигатор. Мы поплыли. Так, он вообще прям близко рядом с нами. Обалдеть. Пузико такое. А почему пузико набитое? Еще одного встретили. Это уже поменьше. Обалдеть. Ой, ножкой так дернул. Обалдеть. Ну что, мы отдохнули, сейчас будем ехать домой. И сейчас, да, пол второго. И этого, в принципе, нам было достаточно. Вот самый лучший отдых, действительно, на природе. И будем ехать домой, я уже хочу кушать, как обычно. Так что там чего-нибудь перекушу. Классно отдохнули, да? Тебе понравилось? Очень, да. Особенно каяки и крокодильчики. Мы вчера выгуливали собаку, бегали с мячиком, и у нее теперь лапки болят. Даже у собаки есть крепатура. Эма, Эма, лапка болит. Болит лапка, да? Она потом просто лежит, как пенсионерка. Ничего не делает. Такая жалостливая. Любит, когда ее гладят, когда ее жалеют. Да, Эма? Так, я сейчас себе сделаю тортилью, вроде бы так это называется. У меня вот такая вот лепешечка из цельного зерна. Я ее, получается, обжарю на сухой сковороде. Также я добавила одно яичко сюда, которое все-таки немножечко вытекло. Я думала создать такую как бы лодочку. И, ну, по идее, это работает так. И потом вбить туда яйцо. Сейчас я еще переверну, получается, этот блинчик. Хорошенечко придавлю лопаткой, и он так должен сжариться, и получается очень вкусно. Получается, тут в качестве углеводов только одна лепешка, и в лепешке у меня будет 16 грамм углеводов. В принципе, не так много. Боже, у меня так болят плечи. Но вот плечи мы потренировали неплохо так вместе с Димой. Кстати говоря, у меня сейчас тренировки идут только наверх, но давайте, наверное, о тренировках я вам расскажу в следующем видео, чтобы не слишком загромождать это. Кстати говоря, я по вашим советам купила себе силиконовые подложки для туфель, и вот хочу их попробовать. Посмотрим, как поменяется ли походка, поменяется ли вообще состояние ножек, будут ли вылазить пальцы, потому что завтра я хочу поехать в зал, буду позировать. Сейчас это нужно делать как можно чаще, чтобы выработать это все до автоматизма. Поэтому завтра мы с вами едем в зал. Я покажу, как я тренируюсь. На данный момент уже будет 7 дней до выступления. И покажу вам актуальное мое позирование. Посмотрим, над чем нужно поработать, что изменить и на что сделать акцент. Так, у меня следующий прием пищи. Я пожарила себе 2 филешки рыбы, те же самые, что были в прошлом дне. Вчера также у меня здесь сырный хлебец вместе с огурчиком, специи Mrs. Dash. Также я сварила себе спаржу просто в воде, ничего не добавляла, никаких специй. И немножко здесь посыпала арахиса, не знаю, просто так. Даже красиво смотрится, кстати говоря, чтобы похрустеть. Так что вот такой у меня прием пищи. Что, ребят, уже 10 часов вечера, буду ложиться спать. Мы как-то привыкли около 10 ложиться. Завтра новый день.
еще минус 1 день до моего соревнования. И завтра будет тренировка, так что поедем вместе со мной, я вам покажу, как я тренируюсь, позирую и так далее, отрабатываю это все дело. И, кстати, в YouTube, кто еще был не в курсе, возле кнопочки подписаться на канал есть такой колокольчик. Так что, если вы его нажмете, то вы, я так понимаю, будете получать какое-то оповещение о моем каждом новом ролике, что у меня вышло новое видео, потому что не все заходят в новости, в ленту эту новостную в YouTube. Так что так вы ничего точно не пропустите. Обязательно нажимайте этот колокольчик и сразу же будете видеть все мои обновления, что происходит, и каждый мой вложик. Так что всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, пока-пока, встретимся завтра.